Когда-то, давно, в 1918 году, мальчик оказался в детском доме, который разместили в старинном петербургском особняке. В нем хватало всего, от зимнего сада до столового фарфора. Но книги богатой библиотеки были выброшены во двор, на сожжение. Какая польза подрастающему пролетарскому поколению от буржуазно-дворянской литературы? Но мальчика почему-то интересовали не тропические растения и не красивая роспись по фарфору, а книги, те самые, выброшенные во двор. Там он и нашел свою первую книжку о ракетах. Мальчики всегда мальчики, и их стихия – игра. Но со временем они подрастут и превратятся во взрослых, в скучных взрослых, озабоченных житейскими и служебными неурядицами, или стремлением к земному благополучию, желанием быть как все, или одержимых жаждой богатства, славы. И тогда не до игр. Разве что в преферанс. Но бывают среди них, редко, но бывают, вечные мальчики, которые никогда не превращаются во взрослых. Их называют романтиками, мечтателями, чудаками, иногда даже крутят пальцем у виска. Они всегда упрямы, потому что у каждого из них есть цель, и они стремятся к ней во что бы то ни стало. Вечные мальчики, соль земли. Такие мальчики рождаются и в бедных, и в богатых семьях. И неизвестно, кому из них труднее. В любом случае нужен характер. А если нет отца, и надо помогать матери зарабатывать на хлеб, на обувь, на дрова. Он мечтал стать инженером. Но судьба распорядилась иначе. Он стал кинооператором. Кинематограф тех времен дал не только прообразы будущих телесериалов. На его целлулоидном стебле завязались и другие, неказистые поначалу бутоны. Кинематограф технический, учебный, научный. Он снимает для железнодорожников, моряков, летчиков. Снимает на маневрах и учениях конницу знаменитого маршала Буденного. Это было интересно. Ему хотелось не только работать, но и познавать мир. А главное – изобретать. Ведь все начиналось на голом месте, только камера и штатив. И он делает десятки, сотни маленьких усовершенствований и больших изобретений. Камера для подводной съемки, для съемки с воздуха, призма Клушанцева, первые комбинированные съемки, мультипликация в сочетании с натурой, люминесцентная съемка. И тогда же произошло первое столкновение с чиновной властью. Он принес заявку на изобретение, и чиновник спросил его: «А в Америке это есть?» «Нет». «Так чего же лезешь, если нет?» Он еще не был режиссером, а ведь уже давно хотелось не снимать чужое, а создавать свое. И вот на студии появился сценарий «Полярное сияние». Интересный, но технически неосуществимый. Никто из метров не рискнул. И тогда в штатном расписании появилась строка: Клушанцев П.В. и О. режиссера. К сожалению, этот маленький фильм не сохранился, и мы не сможем понять восторга зрителей тех лет.
Серебряные ленты двигались, искрились, играли. Даже коллеги терялись в догадках, как ему удалось. Это был фурор. Казалось бы, дверь открыта. Он сделал то, чего не мог сделать никто. И продолжал делать фильмы, один интереснее и изобретательнее другого. Но он по-прежнему не режиссер, а только И.О. Почему? Скорее всего, из-за характера. Он не любитель праздничных компаний и юбилейных застолий, не ждал похвал и сам был скуп на похвалу, конфликта с руководством. Неудивительно, что до сих пор И.О. У него, кажется, нет даже друзей, только сотрудники. Постоянные, из фильма в фильм, такие же энтузиасты, как он сам. Команда Клушанцева. Он любил повторять мысль Толстого: быть всем в чем-нибудь и чем-нибудь во всем. То есть всесторонним человеком и асом в своем деле. Как в детстве он задается наивными вопросами. Почему все устроено так, а не иначе? Почему луна круглая, а помидор красный? Его по-прежнему интересует все, от галактики до атома. И он создает фильм «Тайна вещества». Историю познания материи. Но причины этих превращений оставались непонятными. Почему, например, смесь песка, поташа и мела при расплавлении превращается в прозрачное стекло? Почему из красной меди получается не красная, а зеленая краска? Долгий, тяжкий путь познания. От древних греков до наших дней. Его героями стали такие же вечные мальчики, как и он сам, для которых смыслом жизни было познание мира. Каждый из них был немножко алхимиком, завороженным таинственными превращениями вещества. Ломоносов, Бутлеров, Менделеев, Беккерель, Пьер и Мария Кюри, а за ними угадывались тысячи других, прославленных и забытых, мыслителей и пророков, ученых и поэтов. От первого, зажегшего огонь в темной пещере, до тех, кто расколол атомное ядро. Говорят, что Аристотель, учитель Александра Македонского, темной ночью, рассказывая своему ученику о звездном небе, угодил в яму. И будущий завоеватель полумира посмеялся над ним. «Учитель, смотри под ноги». Кто-то смотрит под ноги, кто-то смотрит вверх. Его интересовало все, но главной его любовью стал космос.
Изучение лунной поверхности показывает, что магма изливалась только в результате ударов крупных метеоритов. Это происходило примерно так. Разрушив кору, метеорит вскрывал магматический очаг. Иногда, раскалившись при ударе от резкой остановки, он сам плавил окружающие породы. В обоих случаях лава могла затопить место катастрофы. Потом она затвердевала. Получалась круглая впадина с плоским дном. Так на Луне возникли цирки, заливы и даже целые моря. Как всегда, все основательно, ясно и просто. Если он делает картину о Луне, можно быть уверенным. Зная о ночном светиле не меньше любого астронома, он расскажет о самом существенном и важном. От истории проблемы до обозримых перспектив, когда Луна станет форпостом для освоения околосолнечного пространства. Как это может быть через 20, 40, через 100 лет. Прав же Циолковский: Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. Он был уверен, что все это интересно и другим. Его картина «Марс» – настоящий космический детектив. Как какой-нибудь Мегре он допрашивает ученых, разрозненные данные о Красной планете сопоставляет с экстремальными условиями на Земле и формами земной жизни. А как нематоды? Увлажним их? Ну как? Нематоды живы. Правда, 10 дней они провели высохшими в состоянии анабиоза. Но ведь сон не смерть. В глубине песка влага сохранилась. Инфузории впадали в анабиоз, только замерзая по ночам, а днем оттаивали. Вели полноценную активную жизнь, даже размножились за эти дни. Значит, опыт все же удался. И жизнь на Марсе представляется не досужей выдумкой, а естественным выводом из математически точных доказательств. Но это было уже после, в 60-е годы. А тогда, в середине 50-х, ему еще только предстояло пробить стену непонимания и равнодушия. И судьба протягивает ему руку. На сцене появляется Борис Ляпунов, авиационный инженер и писатель, со сценарием о грядущих полетах в космос. Студия от сценария отказалась, так же, как московская и киевская. Не актуально, да и слишком хлопотно. Кому интересно вешать на шею плановый камень? Легче снимать привычные фильмы о тушении пожаров, о борьбе с гриппом. И в Москве Клушанцеву сказали: снимайте-ка лучше про кормовую свеклу и не занимайтесь фантазиями. Но к таким советам ему было не привыкать. Он пробивает и эту стенку. И, наконец, снимает. План был 20 метров в день. Но одно дело снять 20 метров пейзажа, и совсем другое – спроектировать и изготовить скафандры, ракеты, 1000 других мелочей и уникальных приспособлений для съемок.
Нужно было снять звездное небо. Всего на несколько секунд экранного времени. Так, для фона. Кто будет рассматривать на экране расположение и яркость звезд? Но он делает вращающийся 9-метровый щит с лампочками разной яркости, в полном соответствии с картой звездного неба. Надо было снять космонавта в состоянии невесомости. Но как? И он изобретает немыслимый, цирковой трюк. И на экране человек плавает в воздухе. Впервые в кино. В сущности, он делал то же, что и Королёв. Как-то его вызвали в серьезное учреждение. Откуда вы взяли форму ракеты? Сам придумал. Снимать нельзя. Но он, конечно, снял. Макет Клушанцева оказался точной копией королевской ракеты. Когда он показывал генеральному уже готовую картину, и кто-то из окружения попытался придраться к паре мелочей, Королёв сказал: «Не слушайте, все хорошо». Пройдут годы, и Кубрик, и Лукас, авторы голливудских космических шедевров, признают его своим крестным отцом. А Скоток, знаменитый изобретатель экранных трюков, приедет к нему, слепому и нищему старику, чтобы задать ни много ни мало 50 вопросов. За 40 лет они так и не смогли разгадать его секретов. А они были им нужны, несмотря на все чудеса современной техники. И вот съемки позади. Заканчивается монтаж фильма. Оттолкнуться можно от любого предмета, от любого вещества, имеющего вес, массу. Вот мы сейчас неподвижны. Теперь смотри. Я отталкиваюсь от весла. Ать! От другого. Что вы делаете? От якоря. От скамейки. От ведра. От зонта. Константин Эдуардович! Ну, мы едем или нет? Едем! Еще как едем! Ну вот, что и требовалось доказать. Контакт. Появилось пламя. Ракета ревела. Он начинал с но не истории, шевелилась. с рассказа о первых энтузиастах, работавших в 20-е, 30-е годы у нас и за рубежом. В чем суть реактивного движения? Что такое невесомость? Что такое первая, вторая и третья космическая скорость? И вдруг мировая сенсация. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли стал триумфом советской науки. В космос выведен искусственный спутник Земли. Планета сошла с ума. Русские прорвались в космос. И всех интересовало, как это может быть? И чего ждать дальше? У кинотеатров выстроились очереди, каких не было на лучшие художественные фильмы. Тогда, в 1957-м, зритель увидел то, что только через четверть века он увидит в космической хронике. Выход в открытый космос, монтаж станций, первые шаги по Луне и многое другое.
До космоса теперь можно было дотянуться рукой. Он обещает немыслимые возможности для новой космической фантастики. 12, 9. Hello, Джон. Проснитесь. Да, сэр. Прошу вас, уважаемый Джон. И появляется его планета бурь. Говорит Москва, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Это была попытка воплотить драматургию мысли в живых образах первопроходцев космоса. И хотя все делалось в начале 60-х годов, фильм до сих пор с интересом смотрят взрослые и дети. Километров благополучно приближаются к Венере. Самочувствие космонавтов отличное. Планета бурь, до скорого свидания, к тебе вернутся наши корабли. Ведь нас не зря зовут сыны земли, ведь нас не зря зовут сыны земли, земли. Смотри-ка, О, что это? окаменевший дракон. А может быть, сделанный из камня? Сделанный? Да ты что? Смотри, Глаз, это рубин. вставленный разумным существом. Павел Владимирович, а если сделать фильм о вас, о вашей жизни? Слушайте, ну кому интересно, понимаете? Я принадлежу к тем людям, которые принесли пользу и умерли, а потом люди сказали: ах, это изобрел и применил вот этот Иван Иванович. А Иван Иванович вчера уже умер.